Всем привет! Мы с вами продолжаем вязать этот красивый шарфик крючком. В прошлой части мы связали всего лишь один ряд. Давайте приступим ко второму ряду. Вначале делаем 2 столбика с одним накидом вместе. Это 2 воздушные петли, а не 3, как на схеме, и столбик с накидом. Затем 2 воздушные петли. В третью петлю из 5 провязываем галочку, столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом. Затем 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом вместе. 2 воздушные петли, галочка, столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом. Вообще в этом ряду у нас всегда по 2 воздушные петли. 2 столбика с одним накидом вместе, 2 воздушные петли, галочка, а заканчивается ряд 2 воздушными петлями и 2 столбиками с одним накидом вместе. Итак, давайте свяжем этот ряд. В начале ряда делаем 2 столбика с одним накидом вместе, 2 воздушные петли, 1, 2, это вместо первого столбика. Затем делаем накид, заводим крючок, захватывая 3 нити, помните, что мы вяжем в раскол, и вяжем патентный столбик. Сначала провязываем петельку, затем петлю и накид и довязываем. Вот сейчас мы с вами провязали 2 столбика с одним накидом вместе в начале ряда. 2 воздушные петли. Расправляем и отсчитываем 1, 2, 3. В третью петлю посерединке вяжем галочку. 1 патентный столбик с накидом. Так, 2 воздушные петли, накид, и в эту же петлю заводим крючок, провязываем 2 патентный столбик с одним накидом. Когда мы вяжем галочку, вообще-то можно вязать просто столбик с накидом, не патентный. Но, чтобы не запутаться, я везде вяжу патентные столбики. 2 воздушные петли. Теперь делаем 2 столбика с накидом вместе. Вяжем в раскол, захватывая 3 нити. И теперь вяжем сначала петлю провязываем, затем петлю и накид. И на этом месте останавливаемся. Снова делаем накид, заводим крючок в вершинку следующего столбика и провязываем сначала петлю и накид. Стоп! На крючке 3 петли, из них делаем 1. Вот что должно получиться. Продолжаем вязание. 2 воздушные петли. Делаем накид. Отсчитываем 1, 2, 3. Заводим крючок в третью воздушную петлю из 5 и провязываем 1, 2, 3. Патентный столбик в 3 действия. Затем 2 воздушные петли. Накид в эту же петлю. Провязываем еще 1 патентный столбик. Заводим крючок, протягиваем нить. 1, 2, 3. В 3 действия. Вот такой второй ряд у нас получается. 2 воздушные петли. Так, делаем накид, заводим крючок в вершинку столбика в раскол и провязываем петлю 1, петлю и накид. Стоп! На крючке должно быть 2 петли. Накид, заводим крючок в вершинку следующего столбика, провязываем петлю
затем петлю и накид, стоп, из 3 петель на крючке делаем 1. Ну и довязываем так до конца ряда. 2 воздушные петли между элементами, накид 1, 2, 3, в 3 воздушную петлю из 5 провязываем галочку, патентный столбик, 2 воздушные петли, патентный столбик. Вот. 2 воздушные петли. Теперь делаем 2 столбика с одним накидом вместе. Заводим крючок за 3 нити, захватываем нити, провязываем 1, 2, 2 действия. Заводим крючок, провязываем петлю и накид. Из 3 петель на крючке делаем 1. Ну и довязываем так до конца. Можете сейчас нажать на паузу и провязать этот ряд до конца самостоятельно. Можете перемотать немножко видео назад и вместе со мной продолжить вязание. Вот я вяжу галочку. Поскольку у меня образец, я намного быстрее провяжу этот ряд. 2 воздушные петли, затем провязываем 2 столбика с одним накидом вместе, 2 патентных столбика с накидом вместе. Вот они. И сейчас поглядите, до вот этого участка вам нужно провязать так, чтобы остался прямоугольник и квадратик. А как заканчивать ряд, я сейчас покажу. 2 воздушные петли, накид, заводим крючок в 3 петлю из 5 и также провязываем галочку. Столбик, 2 воздушные петли, столбик. После элемента не забываем 2 воздушные петли. Ну и заканчивается ряд 2 столбиками с накидом вместе. Накид, заводим крючок в раскол, столбик предыдущего ряда и провязываем 1, 2 действия. Накид, отсчитываем 1, 2, 3, 3 петлю, заводим в нее крючок, провязываем 1, 2, 2 действия. На крючке 3 петли, из них делаем 1. Все, ряд наш готов. Вот такой второй ряд. Давайте вернемся к схеме. Третий ряд начинается с 3 воздушных петель подъема и 3 воздушных петель. Затем, как и в первом ряду, вяжем столбик с накидом 2 воздушные петли, столбик с накидом. 5 воздушных петель. Снизу, где у нас 2 столбика с накидом вместе, мы ничего не вяжем. Столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом над галочкой, 5 воздушных петель, опять столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом, в конце 3 воздушные петли и 1 столбик с накидом. Итак, приступаем. 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3. И еще 3 воздушные петли по рисунку. 1, 2, 3. Поворачиваем наше вязание. Дальше вяжем как в первом ряду, но в вершинке галочек. Также вяжем в раскол. Накид, заводим крючок за 3 нити в раскол и провязываем
1, 2, 3. Патентный столбик в 3 действия. Теперь делаем 2 воздушные петли, накид, заводим крючок за 3 нити, захватываем нить, провязываем 1, 2, 3. В 3 действия патентный столбик. Там, где 2 столбика с накидом вместе, мы делаем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вяжем только вершинки галочки. Накид, заводим крючок в раскол, провязываем патентный столбик. Затем 2 воздушные петли, накид, заводим крючок, провязываем патентный столбик. После делаем 5 воздушных петель. Вот тут по рисунку, там, где 2 столбика с накидом вместе, вяжем 5 воздушных петель. А там, где галочка, вяжем патентный столбик, 2 воздушные петли, 1, 2, и еще 1 патентный столбик. Вот. Поглядите, все просто, как в первом ряду получается, только у нас тут уже патентные столбики. 5 воздушных петель, накид, заводим вершинку первого столбика, провязываем патентный столбик, 2 воздушные петли, накид, второй патентный столбик и 5 воздушных петель. Накид, столбик, 2 воздушные петли, накид, 1 патентный столбик. Заканчиваем ряд мы вот так. Поглядите. 3 воздушные петли и 1 патентный столбик, вершинку столбика с накидом. Здесь у нас 2 воздушные петли, в них мы ничего не вяжем, а в вершинку столбика с накидом провязываем 1 патентный столбик. Все. Вот такой ряд. Следующий ряд очень похож на второй. Только в начале у нас и в конце ряда будут галочки. 3 воздушные петли подъема, 2 воздушные петли, патентный столбик. 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом вместе, 2 воздушные петли, в 3-ю петлю вяжем галочку. 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом вместе. 2 воздушные петли, галочка. Как я сказала, он точно такой же, как и второй, отличается лишь тем, что начинается и заканчивается иначе. В конце в 3-ю воздушную петлю подъема провязываем галочку. Давайте провяжем его вместе. Вот посмотрите, под столбиком у нас снизу в одну сторону галочка вниз, а здесь будет вверх. 3 воздушные петли подъема, еще 2 воздушные петли, поворачиваем ряд. Накид в раскол, ничего не меняем, провязываем 1 патентный столбик. Вот. Мы можем подглядывать на второй ряд. После галочки идут 2 воздушные петли, 1, 2. А над нашими столбиками вяжем 2 столбика с одним накидом вместе. Также вяжем в раскол и делаем
патентные столбики. Сначала провязываем петлю, потом петлю-накид, из 3 петель делаем 1, 2 воздушные петли. Далее у нас галочка. Накид, отсчитываем 1, 2, 3. Третью воздушную петлю. В нее провязываем патентный столбик, 2 воздушные петли, накид, 1 патентный столбик. После элемента делаем 2 воздушные петли и вяжем 2 столбика с одним накидом вместе. 1, 2, 2 действия, накид, заводим крючок, провязываем 1, 2. Из 3 петель на крючке делаем 1. Вот уже виден рисунок, посмотрите. 2 воздушные петли, в 3 петлю, 1, 2, 3, вот она, провязываем галочку, патентный столбик, 2 воздушные петли, накид, патентный столбик, 2 воздушные петли. Заводим крючок в раскол, провязываем 1, 2 действия, накид, заводим крючок, провязываем 1, 2 действия. Из 3 петель на крючке делаем 1. 2 воздушные петли. Ну и довязываем так ряд до конца. Можно сейчас нажать на паузу и провязать этот ряд, а как закончить, я покажу. У меня образец, поэтому я вместе с вами в спокойном темпе довяжу этот ряд. А вообще можно перематывать видео назад и также продолжать вязать со мной в спокойном темпе. Мы никуда не торопимся. Главное получать удовольствие от вязания. Накид, в 3 петлю провязываю галочку, патентный столбик, 2 воздушные петли, патентный столбик, 1, 2, 3. 2 воздушные петли. Вот у меня осталось квадратик и столбик, как и в начале ряда. Делаем 2 столбика с одним накидом вместе. Накид, заводим крючок в раскол, провязываем 1, 2, из 3 петель делаем 1. 2 воздушные петли и вяжем галочку, накид, отсчитываем 1, 2, 3, 4. В 4, это очень важно, 1, 2, 3, 4. Именно в 4 воздушную петлю провязываем галочку. Патентный столбик, 2 воздушные петли, накид, 1 патентный столбик. Все, ряд наш готов. А новый ряд вяжется точно так же, как и первый. Посмотрите, те же самые столбики с накидом и цепочки из 5 воздушных петель. Давайте его провяжем вместе. Я уже буду вязать не образец, а шарфик. В начале ряда делаем 3 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание, затем еще 2 воздушные петли, 1, 2. Накид, заводим крючок в раскол, столбик предыдущего ряда и провязываем в 3 действия патентный столбик. Затем делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Там, где у нас 2 столбика с накидом вместе, пропускаем. Вяжем только вершинки галочки. Накид,
в раскол, провязываем 1 патентный столбик, 2 воздушные петли, 1 патентный столбик. После делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь мы пропускаем накид, заводим крючок вершинки галочек и провязываем патентный столбик в 3 действия, 2 воздушные петли, патентный столбик в 3 действия. 1, 2, 3. Ну и 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот сейчас нажмите на паузу и провяжите этот ряд самостоятельно. А как его закончить, я вам покажу. Вот, посмотрите. Осталось совсем немного. Снизу у меня 2 столбика с накидом вместе и галочка. Вяжем 5 воздушных петель. Накид в первую вершинку, провязываем патентный столбик, 2 воздушные петли, накид 1, 2, 3. Заводим крючок в 3-ю петлю и провязываем патентный столбик. Все, ряд готов. Следующий ряд начинается так же, как и второй. Вы просто перемотайте видео назад и вместе со мной провязывайте, начиная со второго ряда. 2 воздушные петли и патентный столбик. Так мы делаем 2 столбика с одним накидом вместе в начале ряда. Но чтобы было медленнее и понятнее, лучше перемотать видео назад и вместе со мной провязать все необходимые вам ряды. Ну а когда вы довяжете, финальный ряд должен быть такой же, как 5-й вот этот ряд или как 1-й ряд. Вот такой должен быть финальный ряд. Посмотрите, вот так выглядит мой шарфик. Вот он наш финальный ряд. И тут, как вы успели заметить, есть также цепочки с 5 воздушных петель. Но поскольку ряд последний, чтобы он был ровный, в этих местах вместо 5 воздушных петель будем вязать по 4 воздушные петли. Тогда ряд получится ровненький, вот такой и аккуратный. Ну а заканчиваем вязание мы 2 воздушными петлями. 1, 2, ножницами отрезаем нить, затягиваем тугой узелок и заправляем кончик нити. Ну вот и все. Мой шарфик готов. Я надеюсь, что у вас все получилось и мастер-класс был полезен и интересен. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели связать, и мы это обязательно свяжем. Увидимся с вами в новых видео. Пока-пока!